Я снова в Гаване, еду в музей Хемингуэя Финка Вихея. Поехался на П1 автобусе, посоветовал водитель на П2 пересесть, вот здесь вот на перекрестке меня. Высадил и показал, где ждать. Вот П2 сейчас буду ждать в сторону виллы Эрнеста Хемингуэя. На этой улице вот отель Президента, монументы, всякие красивые дома. Хороший проспектик такой в новой части Гаваны. Сел на автобус П2, который едет в сторону усадьбы Хемингуэя. И стоит подороже, 5 местных песо националит, где-то 12 рублей. Обычная цена это где-то 2,5-3 рубля. Вот на таком автобусе я прибыл, теперь иду к усадьбе Хемингуэя. Ну вот и усадьба Финка Вихея, Министерство культуры. Bueno. Здесь ребята в бейсбол играют по деревьям. Яблоки сшивают, наверное. Я поднимаюсь на горочку к усадьбе. Пока вход бесплатный. Осталось немножко повернуть и подняться. Красивые деревья тут. Да что, какая-то дорожка, наверное, была. Хемингуэй прожил на этой усадьбе с 39 по 60-е годы. Довольно долго. А до того, как он поселился здесь, он жил в отеле Амбас Мундос, как-то так вот называется, в центре Гаваны, вот, в который я заходил, но который сейчас закрыт на реставрацию. Здесь же, кстати, должна стоять его лодка Пилар, на которой он ездил рыбачить. Вот схема усадьбы. Главный дом, башня, гестхаус, бассейн, разные другие дома. Здесь кафешка есть, машины стоят, тоже старенькие. Есть такой ресторан, но цены, разумеется, туристические. Бутылка воды 1,5 литра стоит $2,5. 150 рублей бутылка воды. Сейчас узнаем, сколько стоит билет. Hola. How much ticket? 5 кук. Yes. В общем, билет сюда для иностранцев 5 кук стоит. Gracias. Es arriba. Еще и забирают. Окей. Arriba. Вот пошли домики Хемингуэя. Вот какая-то мастерская сейчас. Дерево обрабатывают. Ну, в принципе, в духе Эрнеста заниматься каким-то делом. А вот, как я понимаю, главное здание внутрь не пускают, но снаружи можно заглянуть, посмотреть, что здесь, да как. Вот, дом оставили так же, как он был при Хемингуэе. Трофей охотничий, видимо, его на стенах. Ну, вот портрет Эрнесто. Место, конечно, приятное. Тут ветерок такой классный, гуляет, обдувает. Здорово тут его обстановка, видимо, его мебель, кресло.
книги на полках. Вот женщина старается, фотографирует для меня комнаты другие, которых не видно от входа. Почему-то внутрь не пускают. It's 5 cook and no entrance. Yes, books, Hemingway. It's wooden. It's all Hemingway, yeah. It's all. Original. Ага. Stop time here, yeah. Ага. Говорят, все оригинальное здесь. Вот вся мебель, все комнаты, все книги, все осталось. Вид на соседний домик. Тут пахнет кофе вокруг. Сейчас попробуем обойти еще домик и снимать с других, может быть, входов. Девушка, конечно, старалась для меня, но внутрь не пустила. Значит, не заработала дополнительные плюшки. Ага, вот она башня. Подходим к башне, не знаю, можно ли на нее забраться. Внутри башни небольшая выставка работ на тему Кубы, Хемингуэя и искусства. Приятная музыка играет. Такой вот большой арт-уголок. Ну вот вход в дом. Это дом Хемингуэя с другой стороны. Это ванная комната, видимо, как раз Хемингуэя, спальня. Вот там вот вдалеке. Смотрим дальше. Что здесь? Библиотека типа? Да. Лев. Книги. Сан-Себастьян. Стол, видимо, рабочий Хемингуэя. Идем дальше. Здесь что у нас? Спальня. Еще одна. Ну, комната просторная, приятная. Плиточка такая. Еще одно окно открыто. Вилла стоит на горке, довольно высокой. Вон видна Гавана в сторону моря как раз. Внутри керамика Пикассо, говорят. Вот он, маяк. Довольно приятное, красивое место здесь. Что, вот здесь вот как раз работал Хемингуэй. Вот в этой комнате. Его, видимо, рабочий кабинет. На столе голова льва, вон леопард дальше. Интересные апартаменты. Черепа животных вон на полке стоят. Короче, глобус, интересная вещица. Ага, здесь виды отличные открываются, еще лучше. Наверх путь уже перегорожен. Перегорожен, видимо, что не очень безопасно здесь подниматься. От виллы Вихи открывается отличный вид на Гавану. Вот она внизу. И однажды писатель сказал: иногда люди меня спрашивают, почему ты живешь на Кубе? И ты им отвечаешь: потому что там тебе нравится. Очень трудно объяснить рассвет на холмах в окрестностях Гаваны, где каждое утро свежее, включая самые жаркие дни лета. Ты можешь сказать, что живешь на Кубе, потому что тебе не нужно надевать на ноги ботинки, если ты собрался не в город. И, подложив бумажку под колокольчик телефонного звонка, тебе не надо отвечать. И потому, что ранним утром здесь работается так хорошо, как нигде в мире. Да, на Кубе очень хорошо. И это страна, в которую хочется возвращаться и возвращаться снова. Часто он сюда приезжал, брал лодку, свою пилар и шел рыбачить. Ехал рыбачить вот туда, в деревню Кахимар, где я был уже, где показывал его причал, его лодки. Ну, здесь он долгое время жил.
Красиво сделанная крыша ветками растений. Кстати, окно в спальню Хемингуэя тоже хорошо все видно. Кровать и газеты пожелтевшие. И на входе еще вот такая верандочка, где местные дамы сидят в теньке, коротают вечера. И вот она, эта башня во всей красе. Ну и пальмы. Где ж тут кофе-то жарят? Такой запах мощный идет. Неужели около бассейна? Вот он бассейн, вот она яхта Пилар, на которой рыбачил Хемингуэй. Эх, если бы входил в стоимость как раз вариант или возможность искупнуться в этом бассейне, я бы сказал, что 5 куков это хорошая цена. И искупнулся. Но бассейн заброшен. Заброшены столы, кресла здесь, заброшен парк. Только дымка какая-то стоит. Вот это могилки домашних животных Хемингуэя, собак, насколько я помню. Блэк, Негрита, Линда, Нерон. И вот она, лодка Пилар Хемингуэя. Охранник ходит около нее. Вот на этой лодке Хемингуэй выходил ловить марлинов своих многократно. Заядлый рыбак Хемингуэй. Здесь, наверное, тоже вода какая-то была, что... А, хотя нет, наверное. Не, воды не было. Просто как причал такой сделан для лодки. Здесь такой лужок. Птички прыгают. Да, вилла Вихе. Место приятное для посещения. Тут не очень большое, но напрямую связанное с Эрнестом Хемингуэем. Я, в принципе, рекомендую сюда заехать. На П2 автобусе совсем дешево добраться. Ну и вход 5 куков, $5 в этот музей. В дом не пускают, но в принципе все окна открыты. Можно хорошо рассмотреть всю обстановку, все, что здесь есть. Ну а я возвращаюсь к Гавану. Здесь вот памятник стоит Эрнесто. Два известных Эрнеста на Кубе, да? Эрнесто Че Гевара и Эрнест Хемингуэй. Герои Кубы, по сути, оба. Красивый парк на подходе. Ну и окончилась жизнь Хемингуэя. Несколько трагично, конечно. Он застрелился из охотничьего ружья у себя в доме в Соединенных Штатах. Повторил судьбу своего отца, который также застрелился из винтовки. Ну, конкретно Эрнесто Хемингуэй, насколько я видел информацию, читал, его довели уже до этого состояния, так сказать, болезни, как нервные, так и со здоровьем у него было плохо. И он, в принципе, это уже не от хорошей жизни сделал. Он стал совсем другим человеком под конец жизни, чем был ранее. Ну, разумеется, болезни и боль, она любого человека изменяет и может довести до любого состояния крайности. Не выдержал и такой крепкий человек, как Хемингуэй. Что вы думаете о Хемингуэе? Пишите в комментариях. Всегда очень интересно читать. Ну, я снимаю для вас эти ролики тоже. В некоторые места, может быть, я не поехал, но в это я бы поехал, конечно, по-любому. Я люблю Хемингуэя. Ну, а с вашей стороны, если окажете поддержку лайками, так сказать, это помогает продвижению видео, развитию канала очень сильно. Ставьте колокольчики, подписывайтесь, ставьте лайки, буду очень рад. Ну, еще раз призываю, читайте книгу «Старик и море», это просто шедевр. Не зря за нее дали Нобелевскую премию Хемингуэю. Это великое произведение, прочитайте ее обязательно. Кстати, что вы думаете о том, что он покончил жизнь самоубийством? Вообще, насколько, так сказать, такой человек
как вы считаете, дошел до такого состояния, что прервал свою жизнь? Чем это вызвано? Пишите в комментариях. Финка Вихия, музей Эрнст Хемингуэй. Министерство культуры. A few moments later. Ну а я направляюсь вдоль побережья в сторону деревушки Кохимар, которая связана с Эрнестом Хемингуэем. Он оставлял там свою лодку и выходил из Кохимара на ловлю марлинов. Добраться до Кохимара я планирую на автобусе А58. Он вот здесь вот рядом должен останавливаться. Попробуем. Это направление Варадеро. Вот по этому шоссе все едут в Варадеро. Такой вот контрольный пункт. Вот и остановка автобуса. Моя или не моя, не знаю пока что. Довольно просторная, удобная остановочка кубинская. Отдыхаю, жду автобуса. Человек что-то пишет. Вот как бы подтверждение моих слов. То есть все люди очень приветливые, готовые помочь. Пишет Кохимар 58. Подсказывает мне автобус до Кохимара, но я это и так знаю. Кстати, похож на «Старик и море», наверное, один из героев рассказа Хемингуэя. Ага, окей. Кохимар, yes, I know. Кохимар. Yeah. Кохимар. 58. Ага, Вау-вау. Вава. Вау-вау. Ну вот, сел я на 58-й, еду в сторону Кохимара. Хороший большой автобус. Въезжаем в деревушку Кохимар. Я прибыл в деревню Кохимар, ну или сейчас это пригород Гаваны в 10 километрах от центра Гаваны. Значит, чем знаменита эта деревушка? А знаменита она тем, что Эрнест Хемингуэй здесь оставлял свою лодку Пилар и выходил именно отсюда на лов марлинов. Постоянно он держал тут свою лодку и заходил в местные кафешки, рестораны покушать, в один из которых я тоже загляну. Поселок довольно чистенький, красивый, радует глаз. И вот я подхожу к тому месту, откуда ходил рыбачить Хемингуэй. Здесь крепость небольшая, сейчас как военный объект вроде бы она используется. Вот бюст Хемингуэя. На него сбросились моряки, которые знали Хемингуэя после его смерти. Собрали металл с якорей, уже бывших частей лодок, со всего, что можно было, сбросились и заказали вот такой вот бюстик Хемингуэя, своего друга. Получив Нобелевскую премию за повесть «Старик и море», Эрнест Хемингуэй сказал: «Эта премия принадлежит Кубе. Мое произведение было задумано и создано на Кубе, среди рыбаков Кохимара, жителем которого я себя и считаю». Вот тот самый Кохимар, деревушка во времена Хемингуэя, и благодарные местные рыбаки, которые своему другу поставили вот такой вот памятник. Ну и рядом, разумеется, тот причал, где стояла лодка Хемингуэя под названием Пилар. Вот именно отсюда Эрнест Хемингуэй
и ходил в свое плавание. Мне очень приятно находиться в этом месте. Эрнеста Хемингуэя, автора произведения «Старик и море», я очень люблю и уважаю. Я читал это произведение, ну и другие, «По ком звонит колокол», другие произведения, очень сильные. Но особенно «Старик и море», конечно. Он короткий рассказ, но написан очень мощно, очень четко, отображает атмосферу Кубы, дух его народа, мощного, стойкого и любящего жизнь во всех ее проявлениях. Что вы думаете о произведениях Хемингуэя и о самом Хемингуэе, пишите в комментариях. Очень будет интересно почитать. И читали ли вы «Старик и море»? Если нет, очень рекомендую прочитать. Это много времени не займет, но книга, получившая Нобелевскую премию по литературе, рассказ, он реально награжден ею не зря. Очень мощное произведение. О том, как старик поймал марлина, очень долго его старался поймать, а потом боролся за то, чтобы не потерять эту рыбу. Ну, больше я углубляться в подробности не буду, иначе будет неинтересно читать. Но всем рекомендую. Очень жизненный, очень сильный рассказ. Инициатива здесь, да, по инициативе скульптора Фернандо Кампомора. В 1962 году, видимо, установили рыбаки, и этот скульптор сделали такое произведение. А вот уже современные рыбаки Кохимара добывают рыбку и креветки, наверное. Или это наживка креветки? It's for fish? Камарон. It's you open, yeah? То есть вот здесь вот водятся и ловятся вот такие вот. Это не наживка, наверное. А fish, you have fish, no? Pescado, no? Pescado, no? Sí, chiquitico ahora. It's little. Вот маленькая рыбка тут. А what's name? Name, pescado. Name. Grande. Grande. No, eso ya pues, cuando cae la noche. Ага. Не знаю, как они ориентируются, я лично не вижу. Ни поплавка, ничего. Вот опять же, дружелюбность Трабаjo. кубинцев. Зацепилась, наверное. Предложил вот тот вот паренек половить меня на спиннинг, на его спиннинг. Но сейчас времени нет, темнеет уже. Не могу, да и боюсь, чужая снасть еще сломаю, запутаю, оборву. Не хочется. Ну молодцы, все готовы помочь. А я пока заберусь вот на эту крепость, на стену. Окей. Полюбуюсь на пристань Хемингуэя с этой стороны. Бухта, где стояла лодка пила. Местный житель подтвердил, что лодка Хемингуэя стояла именно вот у этого пирса, по которому я сейчас иду. Ну а вот там вот бар, в котором Хемингуэй любил выпить своих напитков. Ну и местные рыбаки Кохимара. Pescados Кохимар. Все опасаются, наверное, рыбалка тут тоже не очень приветствуется.
Вот такая полуразрушенная пристань. Но это девчонка, путешествующая, видимо, с одним из иностранцев, он с тем. Иду в ресторанчик Ла Терраса, в котором писатель любил посидеть за рюмкой чая местного, алкогольного. До Ла Террасы около полкилометра. Посмотрим, что она из себя представляет. Hola, where is La Terrassa? Ah, it's here. La terraza ahí, La Terrassa. a mano derecha, el edificio amarillo, mano derecha. Ahí. Оказывается, вот это вот здание, это и есть Ла Терраса, но оно сейчас все в ремонте. То есть внутри полный бардак, разруха и так далее. Еще один объект на реконструкции, но, видимо, приведут в порядок, и потом можно будет заходить сюда и вспоминать Хемингуэя. Ну, only this is old style, maybe. No me firme que estaba cerrado, no me dejan entrar gente. Okay. Вот здесь Hemingway here, yeah? Hemingway here, yeah? Гуляю по Кохимару. Деревня Хемингуэя. Это, видать, какой-то местный магазинчик. Оля. Колбаса, что ли, или что это такое? Можно купить. Оля. Ну, окей. А здесь торгуют яйцами, очередь стоит. Воды не видно. Да, яйца, все покупают яйца. Вот такие очереди за яйцами. Нам, конечно, такое представить это трудно, чтобы за одним продуктом магазин, во-первых, был для одного продукта, для яиц. Ну, других там особо не видно предлагаемых товаров. И стояла очередь, и брали бы по 3 лотка, по 25 яиц. Это сколько там? 75 яиц люди берут. Дефицит. Вот что значит дефицит. Уже забыли мы с советских времен, что это означает. А вот вид на бухту, где швартовался Хемингуэй с другой стороны. Такой, конечно, грязнющий берег. Не чисто было. В Кохимаре более путные магазины, хотя бы хоть какой-то есть ассортимент и в наличии кое-что. Hola, big awa. Only this, 1.15, no? De la otra no. La que tengo es la chiquita. Найти 1,5 литра воды и пиво Кристалл — это, блин, огромная проблема на Кубе. Можно, наверное, половину Кубы объехать, тогда, может быть, тебе попадется. Есть 5 литров, есть пол-литра, но 1,5 литра, видимо, самый популярный вид. Такого нет, не найти. Дефицит. Архитектурный интересный стиль. Гараж, звезда, необычные формы, необычное исполнение. Это у одного колонка постороннего человека, другая танцует в ритм. Это ритмы Кубы. A few moments later. А это еще одно памятное место, связано которое с Эрнестом Хемингуэем, а именно отель Ambos Mundos. Здесь великий писатель любил останавливаться, пока не поселился на своей вилле. В одном из номеров есть музей, в котором он останавливался. Ну и вот табличка говорит об этом. Сейчас внутрь не пускают, ведутся реставрационные работы.
и отель закрыт полностью, так что я, к сожалению, не смогу попасть в музей. У меня есть фотографии и немножко видео с предыдущей поездки на Кубу. Я, в принципе, покажу, как он выглядел ранее. Такой вот отель. Ну и музыка, разумеется, со всех сторон доносится. Я вот смотрю, отель Амбас Мундас открыли, где останавливался Хемингуэй. Сейчас заглянем. Что его так быстро отреконструировали. Барная стойка. Пианист, как обычно, на месте тут играет. Hemingway Museum is up. Thank you. What floor? It's closed. Close. It's tomorrow. What time is working? 10 a.m. and 5 p.m. 10 and 5 p.m. is working. Okay, thank you. Завтра, если все хорошо, заглянем, или послезавтра Хемингуэю в комнату посмотрим, как там дела. A few moments later. Я подхожу к ресторану Флоридита. Около аутентичных. Вот это знаменитый бар Флоридита. Любимое место пропустить стаканчик у Эрнеста Хемингуэя. Он сюда заходил часто и любил тут побывать. Сейчас что-то здесь темно. Вот знаменитая Флоридита, в которую любил захаживать вот тот мужчина, Эрнест Хемингуэй. Тут всегда много туристов, всегда очень оживленно, так как слава Хемингуэя это место поддерживает постоянно в тонусе. Вот музыканты готовятся к очередному своему выступлению. Ну и я в той самой знаменитой Флоридите. Здесь, кстати, продают по завышенным ценам ром Сантьяго де Куба. Вот такие вот дела. Посетителей всегда много. Здесь большая чаша, 50-100 литров можно, 250 литров такую налить.